Fuck your Russia game, GTA for USA, Russia no game, GTA. Поздравляю, мы с вами дожили до этого момента. Наконец-то вышел первый официальный трейлер GTA 6. Без казусов, как обычно, не обошлось. Трейлер слили в интернет, и разработчикам пришлось выпустить его на свой YouTube канал раньше, чем планировалось, на 15 часов. В любом случае, мы здесь собрались по другому поводу. Предлагаю полностью разобрать трейлер, найти все мелкие детали, отсылки и секреты. Ролик будет большим и объемным, советую досмотреть до самого конца. А на экране 30 последних подписчиков этого канала. Подпишись, чтобы попасть в начало следующего ролика. Не хватает денег в GTA Online, нужно повысить уровень или открыть заблокированный контент? Не вопрос. Переходи в мою личную группу по прокачке, где быстро, безопасно и недорого мы забустим твоего персонажа, дабы ты ни в чем себе не отказывал. Наша гарантия качества — это 10 тысяч довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. Бабки, опыт, тачки, тюнинг, все что угодно. Как на ПК, так и на консоли. Регулярные розыгрыши, акции и бонусы постоянным клиентам. Переходи по ссылке в описании и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Трейлер встречает нас кадром в фиолетово-розовых тонах, сразу намекая на место действия игры, само собой Vice City и прилегающие к нему территории. Видно кучу трафика, причем знакомого нам, ведь большинство транспорта мы уже видели в HD вселенной GTA, в GTA 4 и в GTA 5. На заднем фоне виднеется город, скорее всего как раз таки Vice City, ибо городишко, согласитесь, не маленький. По центру огромная телерадиовышка прям до небес, а справа, если приглядеться, виднеется какой-то промышленный город с заводами, соединенный с Vice City большим мостом. Также можно заметить тюрьму, в которую нас с вами переносят в следующем кадре трейлера и знакомят с одним из главных героев — Люсией, первый протагонист в истории GTA женского пола. По всей видимости, этот момент с тюрьмой — это пролог игры. Люсия сидит в камере, смотрит в окошко, во дворе гуляют другие заключенные, видно двухъярусную койку и фотографии на стене. К сожалению, непонятно, кто именно изображен на снимке, отчетливо видно одного мужчину и 3 женщин. Социальный работник тюрьмы по имени Стефани спрашивает у Люсии: знаешь ли ты, почему ты сюда попала? На что Люсия отвечает: наверное, мне просто не повезло. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Именно эта фраза спустя года должна стать культовой, как это было с первым трейлером GTA 5, где Майкл сказал: почему я сюда переехал, мне кажется, из-за погоды. Why did I move here? I guess it was the weather. Люсия, к слову, практически не изменилась внешне, сравнивая со сливом 2022 года, в отличие от Джейсона, к которому мы перейдем чуть позже. Яхты, катера, гидроскутеры, дельфины, черепахи, акулы, птицы и тонны NPC. Все это можно увидеть на следующем кадре трейлера. Сцена выглядит очень нагруженной, сомневаюсь, что в конечном итоге игра будет настолько живой. Что-что, но вода выглядит невероятно качественно. У Rockstar, к слову, никогда не было с этим проблем. Как мне кажется, вода в 10-летней GTA 5 до сих пор лучше, чем во многих современных играх. Что касается самого города, ну тут придраться не к чему. Красиво, объемно, мыльцом не пахнет. Просто взгляните, как много здесь зелени. Пальмы, кусты, цветы, причем не только на пляже, но и дальше на территории самого города. В этом плане Майами прям очень хорош, нет этой серости и грусти, как в том же Liberty City. Видно, что здания будут проработаны на 100%. Почти каждое окно отличается от другого, причем это не просто натянутая текстура, как в GTA 5, а настоящий 3D интерьер, то есть внутри каждого окна полноценная объемная комната. Балкончики тоже друг от друга отличаются, где-то стоят растения, где-то сушится одежда, где-то валяется другой мусор. Короче, в этом плане вопросов вообще нет, выглядит все идеально, надеюсь PS5 и Xbox смогут переварить все это хотя бы в 30 кадров в секунду. Следом из города переносимся в дикую природу, видим катер на воздушной подушке и огромное количество разнообразных животных. Тут и фламинго, и аллигаторы, уточки, олени. Короче, кадр перенасыщен живностью, очень сомневаюсь, что на деле все будет именно так. Нужно понимать, что это не геймплейные ролики, а ингейм футажи на движке игры, поэтому Rocky наверняка в этом плане все подкрутили, чтобы выглядело поинтересней. Переходим дальше, обратно на пляж, видим безумное количество NPC, причем они не повторяются, как бывало в GTA 5. Все боты уникальные, разного цвета
темнокожие, в разной одежде, с разными прическами. Жопы, жопы, жопы. В этом трейлере их будет много, поэтому готовьтесь. Кто-то на пробежке вместе с маленькой собачкой, кто-то загорает, кто-то сидит в телефоне. Вон один брызгает на бабу спрей от солнца, а другой фотографирует вумен, пока она стоит раком. Короче, вайпчик присутствует. Из транспорта можно заметить гидроскутеры Sea Shark, вертолет Sea Sparrow, вертолет Суперволита и ноунейм пикап спасателя. Следом видим городской порт. Опять же повторюсь, что вода выглядит просто идеально. 4 спортивных катера. Возможно, это какая-то гонка, в которой нам по сюжету предстоит поучаствовать. Кстати, на контейнеровозе есть контейнеры с надписями Bill Jack и Jetsam. Эти судоходные компании были в GTA 5. Далее нам демонстрируют кадр с ночными покатушками. Люсия кайфует на пассажирском сидении, какой-то чел из соседней машины Гроти Фурия снимает ее на телефон. Волосы развиваются, выглядит все красиво. Тачка, в которой сидит главная героиня, это, по всей видимости, Пегаси Заруса. Заметил, что есть подсветка салона, такого в GTA 5 я не припомню. Судя по дорожным указателям, будет округ Келли. По всей видимости, что-то наподобие Сэнди Шорс в GTA 5. Само собой, аэропорт Вайс-Сити и некий Сток-Ярд Даунтаун. Без понятия, что это такое, но переводится как скотный двор в центре города. На следующем кадре трейлера мы видим некий гетто-район Вайс-Сити, где любят собираться лоурайдеры. Все исписано граффити, как вы понимаете, без банд и нелегальных сходок сюжет не обойдется. По транспорту синяя Албани Прима, черный Вапит Чина, тачка Хайзенберга Chrysler 300, голубой Буканир Кастом, розовый Тулип М100, невзрачный Вапит Стейнер и какой-то темно-зеленый Инус Джубили. Куда же без стриптиз-клуба? Бабы трясут жопами, лаве летит налево и направо, шампусик с мини-фейерверками, освещение отражения на уровне, висит баннер Make It Rain Mondays, возможно, это название этого стриптиз-клуба. Кстати, тут посчитали, из 50 персонажей, показанных в трейлере, только 19 белых. Что думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Далее видим вечерний Вайс-Сити во всей красе. Во-первых, только посмотрите, как много здесь яхт, всяких разных, больших и маленьких. Во-вторых, есть теннисный корт. Это говорит о том, что, скорее всего, в игре, так же как и в пятой части, будут спортивные активности. В-третьих, на здании слева, опять же, можно заметить разные объекты на балконах и разное освещение. Согласитесь, масштабы города просто поражают. Да, здесь нет огромных небоскребов, как в том же Лос-Сантосе, но общая площадь города, по крайней мере по увиденным кадрам, кажется куда больше, чем в GTA 5. Следом нам демонстрируют, наверное, самую популярную улицу Вайс-Сити. Все эти неоновые вывески, отели, пальмы и тачки. Город выглядит безумно живым, надеюсь, так оно и будет на релизе. По транспорту можно заметить голубую Комет S2 Cabrio, белую Гроти Чита Classic, красный Карбонизейр, синий Инветера D10. В общем, машин из GTA 5 на этом кадре безумно много. Из нового виднеется некая зеленая Lamborghini, а также желто-белая ретро-бричка, которая и в реальной жизни стоит на этом же месте на Ocean Drive. Кроме этого, наверняка многие не заметили, но на плечах у бомжа сидит зеленая живая игуана. Следующий кадр — это что-то с чем-то, только посмотрите на эти пейзажи. Длиннющая дорога, скорее всего по низу карты, ибо то, что мы видели на сливах, очень похоже на это место. Куча трафика, самолет Додо, недостроенный мост с трамплинами, лодки, яхты, движущиеся сухогрузы, куча растительности. Короче, что тут говорить, выглядит просто пиздато. Следом идет самый горячий кадр этого трейлера. Жопастая дамочка в купальнике а-ля Луи Виттона на террасе какого-то здания. Кто-то говорит, что модельки персонажей выглядят мультяшно. Я не знаю, куда вы смотрите, как по мне, все выглядит так, как и должно выглядеть. Такое ощущение, что у людей просто желание до чего-то доебаться, и они видят только плохое, игнорируя все остальное, что есть в этом трейлере. Вывеска Vice: через 1,5-2 года будем тусоваться именно здесь. Кстати, на фоне можно заметить таймлапс смены времени суток и динамические облака прямиком из Red Dead Redemption 2. Затем несколько кадров подряд нам демонстрируют новую социальную сеть а-ля TikTok во вселенной GTA. Мужики и разноцветные бабы кайфуют на яхте, есть кнопка подписки, лайка и коммента. И интересно, как эта соцсеть будет интегрирована в игру, в плане будет ли смысл ей пользоваться, либо это просто чисто развлечение. Обычный день в Америке: мужичок из спецслужбы достает крокодила из частного бассейна. Количество растительности на заднем фоне поражает, а ведь это даже не дикая природа, а просто чей-то участок. Далее опять видим жопу, жопу и ничего кроме жопы. На самом деле на этом кадре хорошо видно, как развиваются волосы на ветру. Выглядит
как настоящий Next Gen. Следом нам демонстрируют ночную сходку дрифтеров. Почти весь транспорт взят из GTA 5. Тут и Cypher, и Доминатор ASP. Новых машин на этом кадре практически нет. Освещение и дым — мое почтение. 10 из 10. Кстати, по центру оператор снимает на камеру двух баб на крыше розовой тачки. В следующем кадре нам как раз таки их показывают. Видимо, это все прямой эфир для новой социальной сети. Далее опять видим аллигатора. На этот раз он забрался в магазинчик у заправки. Запись, по всей видимости, идет с камеры видеонаблюдения. Заметил рядом с выходом автомат с лотереями. Надеюсь, их можно будет покупать, терять на этом бабки, либо же, если повезет, наоборот обогащаться. Кстати, почтовая служба Go Postal из GTA 5 появится и в GTA 6. На заднем фоне, по всей видимости, новая машина, основанная на Chevrolet Sonic. Затем видим налет полицейских. Запись ведется с нагрудной камеры. Нет, это не вид от первого лица, но он 100% будет. Переживать по этому поводу не стоит. Очередной тикток, на этот раз жиртрес убегает от шерифа. Можно заметить его машину, скорее всего это Bravado Buffalo. Кроме этого виднеется новый пикап, основанный на Dodge Ram, зеленый седанчик, похожий на Buick Skylark 6-го поколения, и старый добрый Sand King XL. Кстати, заправка Arrow до этого появлялась лишь только в GTA Online, и то лишь как спонсор на раскрасках для некоторых автомобилей. Далее видим какого-то панка, водителя желтого Руйнера. Здесь в описании к посту есть первое упоминание Леониды. Это штат, как Сан-Андрес для Лос-Сантоса. Леонида будет включать в себя Вайс-Сити и несколько других мелких городов, о которых мы пока что не знаем. На дорожных указателях ничего нового. Пляжи Вайс-Сити, порт Вайс-Сити, аэропорт и округ Келли. Следом видим еще один тикток, в описании которого написано, что некий Руди умер. Возможно, этот чувачок на видосе и есть Руди, и далее по видео он разъебется на этой машине. Кстати, вы обратили внимание на покраску этого пикапа? Это не обычный металлик, больше похоже на глиттерную краску, где преобладают блески. Машина очень сильно блестит на солнце, выглядит реально круто. На следующем кадре нам показывают типичного америкоса на пенсии. Дед в стрингах поливает свой газон. На заднем дворе можно заметить бассейн, а в окошке виднеется весь внутренний интерьер его дома. Далее видим кочевников, будем называть их так. Привет Сани Булкину. В игре же банда называется Trillbilly Mod Club. Как я понимаю, это любители выпивки и бездорожья. Вы только посмотрите, как сильно можно будет запачкаться с ног до головы. Все вездеходы на этом кадре из GTA Online, даже про Либератор не забыли. Вот на нем месить всю эту грязь будет самое оно. Бабка с двумя молотками. Это, между прочим, пародия на реальный видос. Rockstar, как обычно, в своем репертуаре высмеивают все эти вещи, за что им отдельный респект. Затем нам демонстрируют, как Люси и Джейсон сбегают на тачке с места ограбления, проезжая мимо двух копов. Видно, что модельку Джейсона немного изменили, сравнивая со сливами 2022 года. Персонажа слегка состарили, и теперь он выглядит более мужественно. В игре будут присутствовать нормальные, четкие отражения в зеркалах заднего вида, а значит и вид от первого лица тоже должен появиться, ибо зачем делать отражение, если ты их толком не увидишь от третьего лица? Логично? Логично. Люсия после ограбления держит в руках котлету денег, но это не кирпич, как это было во всех GTA до этого, а отдельные купюры, которые, по всей видимости, имеют свою физику и чуть-чуть шелестят на ветру. На следующем кадре видим момент с аварией. Трансляцию ведут Weasel News, знакомые нам по GTA 5. Обратите внимание, транспорта у полиции в шестерке будет куда больше, чем в прошлых частях. Мы уже по ходу трейлера увидели 4 разных полицейских автомобиля, а ведь еще будут вертолеты, мотоциклы, катера и так далее. Следом показывают какого-то солевого додика, весь в татушках, с чумовой прической, короче нефар. Помимо Weasel News, по всей видимости, будут еще и другие новости под названием Мега. Чувачок попался копом, и теперь о нем транслируют в этих новостях. Далее нам показывают банду байкеров, исполняют трюки, шумят на квадроциклах Blazer и мотоциклах Санчес и Манчес. Видимо, это будет вторая группировка. Первая — кочевники, любители бездорожья, вторая — как раз таки байкеры. Затем видим очередной сюжет Weasel News. По всей видимости, полицейские не могут остановить байкеров, терроризирующих Вайс-Сити. Можно заметить еще одну новую, уже 5-ю полицейскую тачку в этом трейлере, а также ретро-комету и банши из GTA 5. High Rollers Lifestyle — еще одна
одна группировка в GTA 6, третья по счету, видимо, это обычные уличные гонщики. На следующем моменте видим, как Люсия и Джейсон оперативно покидают магазин после ограбления. Товары на полках выглядят очень детализированно. Бутылочки, батончики, чипсы и прочее, все выглядит шикарно. D-классе Тулип. Именно на этой машине парочка сбегает с места преступления. На заднем фоне можно увидеть амунацию и тюнингованную версию Дабсты из GTA 5. Кстати, по ходу физика будет присутствовать даже у глушителя. Видно, как на кочке его чуть-чуть потряхивает. Романтическая линия станет основополагающей всей истории. Звучит очень свежо и необычно для GTA. Люсия в каком-то мотеле спрашивает Джейсона, верит он ей или нет, на что Джейсон отвечает: «Верю». Trust? Ну и последняя сцена, типичное ограбление продуктового магазина. Люсия выбивает ногой двери, и на этом основная часть трейлера заканчивается. Напоследок нам показывают логотип игры, который выглядит непривычно. Обычно циферка снизу справа, а в этот раз она большая, просто на заднем фоне. Ну и дата выхода 2025 год. Никакой конкретики нет. ПК, кстати, как и предполагалось, в пролете. Первое время игра будет доступна только на PlayStation 5 и Xbox Series. Фух, наконец-то разбор подошел к концу. Лично мне трейлер безумно понравился, как-никак это начало новой эпохи. Да, ждать еще долго, но надеюсь, Rockstar будут активно делиться с нами новыми подробностями и трейлерами, бесконечно подогревая интерес к игре. Ставьте этому ролику лайк, если вам тоже понравился трейлер, ну и не забывайте про телеграм-канал, самые свежие новости сперва появляются там, а уже потом на ютубе, поэтому не игнорьте телегу, подписывайтесь и будет вам счастье. На ютуб, кстати, было бы неплохо тоже подписаться, кто еще этого не сделал, соболезную. Прямо сейчас на экране появятся два ролика, выбирай, что нравится больше, и приятного просмотра. Ну а на этом у меня все, как обычно, не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся.